Привет! Вы находитесь на канале Готовит Эдуард Иванович. Сегодня приготовлю блюдо, называется утка кусочками с айвой. То есть не целиком буду запекать, как обычно утку делают, а кусочками. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится, прежде всего, утка, фирма Озерка, полкило айвы, затем мед, лук, чеснок для маринада. Если айвы нету, то яблоко можно? Да, ну, во-первых, ну, по рецепту идет яблоко, но я решил сделать с айвой. К чему приступаем? Мы вскрываем пленку. Вот такая утка получилась. Она как будто... А ну покажи ее в кадр. Не, ну размер хороший. Да, в 2 килограмма, в принципе. Сейчас я это обрежу все. Сейчас я, во-первых, помою от сукровицы. Затем нарежу на кусочки. Помою и высушу. Поехали. Прежде всего, необходимо нам нарезать эту утку на кусочки. То, что мы делаем? Мы вот эти вот фаланги, они, здесь мяса нет, они не нужны. Это все выбрасываю. Вот этот жир, который, видите, тоже убираем. Он не нужен. Можно будет потом выжарки сделать. Ну, посмотрим. Вот эти тоже большие такие вот жирные на животе эти провисшие жиры тоже убираем. Теперь что мы делаем? Берем, начинаем нарезать с ноги. Вот сюда будем положить то, что будем использовать. Здесь есть места, которые вот хрящики. Здесь вот так вот вырезаешь. По хребту идешь. Так, мы взяли нож. Да, продолжаем разделывать утку на кусочки. Я поменял нож. Нож специально для обвалки предназначен. Я думаю, что мы хребет не весь будем использовать, потому что там-то есть одни кости. Зачем нам кости? Может, потом будем использовать для борща или для... Так, это сюда. Пока это сюда. Вот такие, видите, кусочки, которые мы будем зажаривать. Хребет, оказывается, не так сложно резать. Ну, посмотрим, еще может топор пригодится. Вот. Уже не идет, надо придется топориком. О. Пошло. Вот видите, хребет остался. Тут шея получается. Ну, а с нее... Тут мяса нет особо, Да, да? мясо больше просто будет объем занимать. Зачем? Что на бульон его. Да, пустим на бульон. Вот, все. Все. Теперь помоем, обсушим, будем обжаривать. Готовить утку. Я кусочками порезал, помыл ее. И буду теперь обжаривать, чтобы покрылась вот эта шкура, видите? Ну, скажем, золотистой корочкой. О. Я без масла. Обратите внимание, что и ложу желательно шкуркой вниз. Прожарить вот эту шкурку, короче. Да, чтобы появился приятный золотистый цвет. Ну, что можно, кто-то любит шкурку, но так ты ее есть не будешь точно. А так все не поместится, надо будет в один слой ложить. Чтобы... Двумя партиями. Да, двумя партиями, чтобы мешать было удобно.
Я думаю, в течение 10 минут мы это обжарим. Сложим в миску и замаринуем. Нет, еще рано минут. И затем будем складывать в миску. Вот видите, корочка красивая, симпатичная. Мясо я обжарил, кусочки утки. Теперь мы сделаем маринад. Замаринуем его на 1,5 часа. Что для этого нам понадобится? Мед. Я вылью это где-то примерно столовая ложка. Даже, ну да, столовая ложка, не больше. Затем чеснок. Я выдавлю на чеснок. Не буду резать кусочками, чтобы быстрее мясо пропиталось. И сочнее, да, не сухой. Да, оно будет сочнее, да. Так, теперь соевый соус. Где-то здесь 200 грамм, ну где-то 150 грамм. И будем замаринуем 1,5 часа, будем периодически перемешивать. А еще я добавлю черный перец молотый. Где-то полчайная, ну меньше, чем чайная ложка. Все это перемешиваем. Будем периодически через каждые 20 минут перемешивать, чтобы со дна поднимать соевый соус, вернее соус, и периодически перемешивать, чтобы каждый кусочек мяса промариновался. Накроем крышкой и оставим 1,5 часа. Пока утка маринуется, мы до этого времени приготовим лук, обжарим и чеснок. И когда это золотистой корочкой покроется, мы добавим айву. Поэтому приступаем к нарезке лука. Будем полукольцами резать. Сковорода разогрелась. Выкладываем чеснок и лук. Когда покроется золотистой корочкой лук и чеснок, мы добавим айву. Лук покрылся золотистой корочкой. Теперь мы насыпаем айву. И сразу добавляем сахар. Где-то примерно у меня столовая ложка. Я добавлю 6 штучек. Как Это коричневый сахар, так вкуснее, да? Да. Сейчас айва немножко протомится, и затем мы будем выкладывать утку. Теперь мы выкладываем мясо. Мясо промариновалось, 1,5 часа прошло. Так крышкой накроешь, да, и потушить Да, его? накрою крышкой, добавлю эту жидкость тоже сюда, добавлю еще чуть-чуть воды, и примерно где-то 1,5 часа будет тушиться. То есть надо, чтобы жидкость выкипала, короче, да, пока. Нет, чтобы протушилось, чтобы мясо было мягкое. Такое впечатление, что мясо с картошкой. Ага. Добавлю еще специи, хмели, сунели. Я еще подсолил. И теперь добавим воды, и пускай так вот обильно, чтобы убить этот запах утки, да. Добавляем воды, где-то 200 миллиграмм. Все, пускай тушится. Утка готова. Приступаем к дегустации данного блюда. Вот так это все получилось у нас. Получается, вся жидкость выкипела, да, которая была? Ну, почти выкипела. Ну, в принципе, то, что нам надо. Главное, осталось айва и мясо. А сама айва, она съедобная? Конечно, да? конечно. Вот берем такой кусочек. Выглядит очень даже аппетитно. Вот. Проверяем на мягкость мяса. О, оно разбавляет. Смотри, какое.
Ну, вижу, да, что оно супер нежное, да, по Супер, идее. супер нежное получилось. Ну да, да, оно разваливается хорошо. Будет сочным. Горчичка. Мягкое. Очень мягкая. И вкус утки ушел, этот такой необычный вкус этот. Такой. Когда жарили, запах Да, этот, когда да, ушел. запах такой противный. Этого вкуса, запаха нет. Айва, специи сделали свое дело. Мягкое мясо, сочное. Блюдо, я считаю, получилось, удалось. Поэтому готовьте с удовольствием. Всем пока, до новых встреч.